Всем привет, ребята! И сейчас хотел бы сделать домик для кота. Ну, что он все время там в коробках тусуется. Давайте приступим. Ребята, смотрите, для кошачьего домика приобрел вот такие вот 3 мебельных щита. Размеры 80 на 40. И сейчас надо определиться, точнее я уже давно определился, что будет из себя представлять этот домик. Домик будет представлять из себя деревянный куб с гранями по 40 сантиметров. Он будет двухэтажный, и перекрытие, так называемое перекрытие второго этажа будет частичным, чтобы кот мог зайти и, если что, запрыгнуть на второй этаж и наблюдать. Наблюдать он будет через решеточку. Решеточку я буду делать вот из такой кругленькой, как он правильно называется? Как он называется? Ну, в общем, из такой вот круглой штучки диаметром 12 миллиметров. Так что вот так вот. Сейчас моя задача разрезать лобзиком пополам щиты, чтобы было 40 и 40. Естественно, что я учитываю толщину пилки. И щит у меня 8 сантиметров и 2 миллиметра. Так что давайте сейчас распакую и пойду расчленять его. Сейчас сделаю разметку и иду на улицу пилить. Или пилять. В моем случае пилять. В общем, получился вот такой вот зазор. Здесь должна пройти пилка. А потом уже все лишнее уберу. Ну что, пойдемте. Ребята, смотрите, разрезал. Получились вот такие вот части. Первая, второй щит точнее. А третий у меня оказался самым четким в размер, то есть 80 сантиметров. Я с запасом отрезал одну часть. И вот эту вот часть сделал чуть короче и поделил ее напополам, так как это вход. Он будет чуть-чуть утоплен. И будет вот такой вот второй этаж для кота. То есть он здесь будет сидеть и наблюдать за нами. Вот такой фрезой под 45. Я хочу сделать грани, чтобы оно соединялось под 45 градусов. Но в чем проблема? Высоты фрезы не хватает. И что я так подумал? Вот, смотрите. Я тут поэкспериментировал. То есть сначала фрезой вот этой, вот она, вот так вот идет. Я выбираю, и остается бортик. А бортик я выбираю уже вот этой фрезой. Вот. Вот такой вот. То есть выбираю бортик. А на ответной части я выбираю больше. То есть вот так. И смотрите, как оно стыкуется. Стык получается вот такой вот. Вот. Стык. Клац. Ну, я думаю, нормально. И так, мне кажется, будет лучше держаться, так как очень похоже будет на тумбочку. И вдруг кто-то захочет сесть, а внутри будет кот. Ну, в общем, чтобы она не сложилась. То есть все будет упираться. Я думаю, будет классно. Так, ребята, сделал. Давайте сейчас посмотрите. Вот они. И сейчас буду собирать. А собирать я буду на вот такие вот мебельные пластиковые уголки.
начнем. Я не буду использовать клей, буду использовать шпаклевку, так как никакой точности здесь речи нет. А если оно не идеально прилегает, то, соответственно, и не склеится. У меня шпаклевка по дереву. Сейчас наношу на борт и прикручиваю. Смотрите, ребята, собрал уже и стыки зашпаклевал. Шпаклевка подсохла, и сейчас, как в принципе, как все у нас после сборки, надо обработать наждачкой. Поэтому сейчас обрабатываю. Обрабатывать буду реноватором. Это 60-я наждачка. Поехали. Да, и когда зашкурю, скорее всего, проявятся незашпаклеванные моменты, их тоже подшпаклюю и будем продолжать. Все, ребят, зашкурил. Я думал, будет хуже, конечно, но в принципе нормально. Да? Нет, ну, я все равно подшпаклюю, потом еще выровняю, чтобы вообще было классно. Следующий этап, смотрите, надо же сделать ему вход. То есть вот так вот все зафиксирую. Здесь надо будет вырезать отверстие. Как отверстие? Вход для кота. Для этого я, наверное, буду использовать лобзик. Вырезал уже. Сделал с ушками. Ну, мне показалось, так прикольнее будет. И конструкция стала достаточно нестабильной. Я думаю, сейчас надо будет скрутить это все дело, так чтобы она у меня в руках не рассыпалась. Вот так вот все получилось. Сейчас здесь тоже пройду шпаклевочкой. Вот, стык. Подшкурю. И это все дело будет выглядеть вот так вот. Да, останется только это все дело прикрутить. И сейчас я хотел бы сделать вот сюда решеточку вот из этого. То есть вот так. Для этого я сейчас на фрезер одену или не на фрезер. В общем, возьму сверло 12 диаметра и насверлю дырок. Надеюсь, все получится. Просверлил отверстие 12 фрезой. И также просверлил их в так называемом потолке. Нарезал вот таких кругляшков. Давайте сейчас соберем. Посмотрим, как это будет.
плотненько все. Я думаю, даже клеить не надо будет. Так что, вот, ребята, получается вот такой вот наблюдательный пункт у кота. Ребят, сейчас все убираю, шкурю и шпаклюю вот эту вот часть. Прокрашиваю белой краской. Ребята, как вы можете заметить, я уже прокрасил, но прокрасил всего лишь один раз. Теперь надо взять наждачку. Так как это дерево, после краски волокна поднимаются. Шершавенькое такое. Сейчас наждачкой пройдусь, зашкурю. И второй слой. И мне повезло, что краска, которая у меня вот есть, она сохнет 2 часа. Так что покрашу, попью чаек, там поубираю здесь. И она уже подсохнет. Так что давайте шкурить. Ну что, ребята, вот такой вот домик получился. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.